to ABC New York. Dan Ingram Electric Radio Theater. Боже мой, вы только посмотрите, какая красота. Это просто невообразимо. Она такая огромная, просто жесть, ребята. Это знаменитая статуя свободы. Вот мы и добрались, но обо всем по порядку. Всем привет! На день рождения моей супруги мы приняли решение устроить небольшое приключение и отправиться в город Нью-Йорк. Дорога до Нью-Йорка занимает всего пару часов. Паркуем наш автомобиль, покупаем билеты на паром и отправляемся на остров мигрантов. Credit card payment only. Соответственно, немаловажная информация. Только кредиткой можно будет рассчитаться по выезду. Это целый остров, который был организован как миграционная служба. Огромное количество туристов в раннее утро уже готовы отправиться с острова на остров. Мы пришвартовались туда, где раньше швартовались огромные теплоходы с мигрантами, и отправились в Национальный музей миграции. При входе нас встречает интерактивный глобус, который показывает, с каких уголков нашего земного шара мигранты приезжают сюда, в США. Но на этой экспозиции мы можем наблюдать, как наши праотцы и прабабушки приезжали в США с такими вот милыми чемоданчиками. Также здесь есть очень интересная особенность. В этом музее можно произвести поиск своих предков, которые прибыли в США. Помимо всего прочего, вы можете зарегистрироваться, так сказать, положить камушек в основании США за своим именем, что я и сделаю. То есть в дальнейшем мое поколение, которое будет здесь когда-либо находиться, смогут прочекать, кто же был первым, кто вступил на эту землю. И они увидят, что именно я заложил маленький камушек большой жизни в Америке. Туристы в этом музее могут совершенно бесплатно взять аудиогид на любом языке мира. Вот такая замечательная трубка, которую тебе выдают, рассказывает обо всех этапах этого музея на русском языке. Ну и первым делом, чтобы окунуться в прошлое миграции, мы отправляемся на миниатюрный фильм, который рассказывает нам о том, как же первые мигранты приезжали в США, проходили здесь контроль и как им было сложно это сделать. Многочисленные коридоры и комнаты рассказывают нам о миграции. О, кстати, узнаете этого паренька? Это же Борис Николаевич. Да-да, тот самый, который устал и уходит. Откуда иммигранты прибывают сегодня? Количество таких стран велико как никогда. Можете убедиться в этом сами, посмотрев на карту мира, озаглавленную «Where they came from». Откуда они приехали? Просто со всего мира люди мигрируют в США. Причины, по которым люди смываются с насиженных мест в 21 веке, по сути те же, что были еще в 19. Люди уезжают в поисках лучшей жизни. Им кажется, что именно Америка является ее воплощением. Они едут в надежде добиться успеха, в стремлении получить хорошее образование. Люди спасаются от развязанных на их родине гражданских войн. Здесь даже есть видеозапись, где русская женщина рассказывает о том, как в свое время ее папа мигрировал в США и СССР. А это огромный холл, то самое место, где все мигранты ждали своей очереди, ждали то время, когда им выдадут заветную бумажку, и они наконец-то смогут обрести свободу, передвигаясь по территории Соединенных Штатов. Наша экскурсия, посвященная миграционному центру на Эллис-Айленд, подошла к концу. Вокруг еще много интересного, поэтому не торопитесь уходить. Но мы поторопились уйти, ведь действительно вокруг еще очень много чего интересного. И следующая достопримечательность, которую мы хотим посетить, это Мисс Фридом, или как ее здесь называют, Статуя Свободы. Поднимаемся на борт теплохода и занимаем места на самой верхней палубе, с которой открывается замечательный вид на ту самую женщину с факелом в руках. После пришвартовки покидания теплохода мы сразу видим, какая огромнейшая очередь собирается, чтобы покинуть этот остров. Просто невероятно. Посмотрите, слева, справа, везде народ, который ждет теплоходы, которые отвезут их на материк. Ну что ж, будем наслаждаться визитом. Вау, просто восхитительно, просто завораживает. Делаем обязательно несколько снимков, кормим чаек и идем в музей, который расположен здесь неподалеку. В музее нас встречает вот такая замечательная статуя, которую обязательно нужно потрогать. Здесь даже есть логотип, на котором указано, что обязательно потрогайте ее, в этом нет ничего страшного. Вас никто за это не отругает и не надает вам по пальцам. Внутри мы видим миниатюрную статую свободы в разрезе. И можно составить представление то, как она построена, из чего она состоит и как она держится. Никогда бы не подумал, что внутри этой башни есть еще какие-то лазейки, какие-то проходы.
На этом стенде представлены все варианты пьедестала, на котором сейчас стоит Эйфелева башня, которые были предложены различными дизайнерами того времени. Такой есть круглый вариант, квадратный вариант 83 года, тоже интересный квадратный вариант, но более низкий 84 года, который и был общепринят за реализацию. Также тут расположен стенд, в котором говорится, что статуя свободы на сегодняшний день используется везде, где только можно. Мы видим, что из них делают маски, различные плакаты, значки, сувениры, лего-продукцию. Статую свободы печатают на журналах, на комиксах всех времен, всех народов. Делают различные папье-маше, ковры, часы, лампы, сувениры, ложки, вилки, подсвечники, тарелки и многое-многое чего другое. Также знаменитая замечательная хрустальная статуя свободы. Здесь собрано множество плакатов и постеров с изображением статуи свободы. Ну а в этой части экскурсионного зала нас встречает оригинальный факел статуи свободы. Это первая модель факела статуи свободы, которая была спроектирована, разработана и установлена наверху статуи свободы. В дальнейшем этот факел был немного переделан, подреставрирован и заменен на тот, который вы сейчас видите. Но старую копию хранят здесь. А это оригинальное лицо Леди Свободы. Вот так вблизи, кто хотел заглянуть в глаза Свободы, пожалуйста, вперед, можете заглянуть и сказать ей все, что вы о ней думаете. Больше особо заняться на этом острове было нечем, и мы поспешили отправиться на материк в Нью-Йорк. Мы встали в эту огромнейшую очередь, которая, кстати, прошла очень быстро. Несмотря на то, что эта очередь была мега огромная, вся она поместилась, вы не поверите, в один теплоход. Посмотрите только, какая давка происходит внутри. Ну, не то чтобы давка, но довольно-таки людно. Чувствую себя как в пазике, когда я ездил на учебу. Опять же, занимаем места на верхней палубе и наблюдаем проходящие мимо корабли с такими же туристами, как и мы, которые отправляются наоборот, из Нью-Йорка на статую свободу. Мы же тем временем причалили к берегу, и после схода нас встречает вот такой замечательный бронзовый орел, который был возведен Соединенными Штатами Америки в гордость и благодарность в память о своих сыновьях, отдавших свои жизни, служа ей и спящих в американских прибрежных водах Атлантического океана. Надпись гласит снизу. Замечательный фонтан, который расположен здесь также неподалеку, может очень хорошо вас освежить в знойный и жаркий день в городе Нью-Йорк. Далее мы движемся по наитию, по единственной широкой улице, которая ведет от пирса, название которой нам всем очень хорошо известно благодаря популярным американским фильмам. Это Бродвей. Да, ребят, именно тот самый Бродвей, который известен как сердце американской театральной индустрии. Проходя далее, мы видим, как здесь выстроилась толпа зевак. Что же они пытаются рассмотреть? Так как что? Это же знаменитый атакующий бык, или, как его тут называют, Charging Bull, символ американской экономики, который несет в себе финансовый оптимизм и процветание. Бык полностью выполнен из бронзы и весит 3200 килограмм. Каждый день сюда приходят тысячи туристов, чтобы посмотреть на эту скульптуру. Вы только посмотрите, что туристы вытворяют. Вот эта вот маленькая девочка, это просто жесть, ужас. Интересно, осознает, что она гладит яички быка? Трэш. Кстати, интересный факт. В одном из нашумевших сериалов «Мистер Робот» во время обрушения экономики США компания молодых хакеров по покровам ночи пробралась к этому быку и отрезала у него пару лишних килограмм бронзы, после чего все это достояние было сброшено в Палату Конгресса США в то время, как они решали какие-то важные вопросы и принимали решения. Очень интересный фильм, советую посмотреть тем, кто еще не видел. О том, что где-то произошло чрезвычайное происшествие, пожар или еще какая-то авария, знает весь город. Пожарные машины с безумной скоростью и с невероятно громкими сигналами проезжают к месту происшествия, расталкивая всех и вся на своем пути. Небоскребы просто завораживают, просто потрясают своей красотой, своей высотой. Можно бесконечно любоваться тем, как они молниеносно уходят в небо. Скульптура красного квадрата. Просто красный квадрат с дыркой в центре, расположенный возле банка. Чтобы перекусить, мы заглянули в местное заведение общественного питания, где собраны различного рода кухни на любой вкус и цвет. Местный бармен шедеврально приготовил нам безалкогольные коктейли, и, остановившись свой выбор на мексиканской и китайской кухне, мы заказали такосы и роллы. Но это здание невероятной красоты, которое просто обескураживает, есть не что иное, как станция метро Окулус, одна из новых станций метро Нью-Йорка, открывшаяся после многолетнего строительства в марте 2016 года в Нижнем Манхэттене, на месте Всемирного торгового центра, где в 2001 году террористами были разрушены башни-близнецы. Статуя представляет из себя огромный подземный пассажирский хаб, объединенный с собой 7 маршрутов нью-йоркского метро, а также 2 линии системы РАТН подземных поездов,
соединивших с собой Нью-Йорк с соседним штатом Нью-Джерси. Только посмотрите на это безумие. В центре зала расположена пианино, на котором любой желающий может показать свои навыки. Так как это место расположения двух знаменитых башен-близнецов, идем дальше, к знаменитому месту трагедии, которая потрясла всю Америку и весь мир. Друзья, сложно поверить, но это именно то самое место, где стояли знаменитые башни-близнецы. Сейчас здесь расположен музей сзади меня, и вот здесь располагается то самое место, одной из башен. Оставили мемориал такой, смотрите, как это все выглядит. Здесь когда-то был фонтан, насколько мне известно, вода стекала вниз. Сейчас здесь засуха, к сожалению. Видно, как орнамент выполнен именами погибших людей в этой чудовищной террористической атаке. Был случай, когда один человек спрыгнул сверху и хотел спрыгнуть вовнутрь туда. Не знаю, может быть, после этого остановили фонтан здесь. Об этом случае говорили в новостях, не помню, как давно, но был такой случай. Есть видео, где человек спрыгивает, доходит до краешку и опрокидывается вниз. Здесь когда-то стояли огромные небоскребы. Один и второй. Сразу не заметил, но здесь на первой же строчке бросаются в глаза русские люди. Владимир Савинкин, Александр Лугин, Марина Романова, по совместительству Герцберг, Георгий Е. Родригес, тоже маловероятно русский, но эти трое точно русских. Инна Б. Базина, маловероятно, но похоже на русское, но Александр Лугин точно русский. Просто невероятно. Когда-то здесь стоял огромный небоскреб выше вот этого здания. Сложно представить, как это было все. Хотелось бы немного прояснить про этот инцидент, который произошел здесь в октябре 2023 года. Некий 33-летний мужчина прыгнул в фонтан. Глубина первой ступени составляет 9 метров, а глубина второй ступени составляет целых 6 метров. Он наделся лишь перелом ноги и травмы спины. Когда его спросили, зачем он это сделал, он сказал, что во имя отца. Был ли отец в числе погибших в этой ужасной катастрофе? Доселе неизвестно. Далее давайте спустимся в метро и заценим обстановку там. Посмотрим, так ли там опасно, как описывают в газетах и говорят по телевизору. Посмотрим, что можно ожидать в нью-йоркском метро в час пик. Мы пытаемся переместиться с Манхэттена на Таймс-сквер. Видно, что в метро присутствует охрана и даже не одна, поэтому чувствуешь себя немного защищенным. Здесь довольно-таки людно, и контингент очень похож на тебя, поэтому ты чувствуешь себя здесь как в своей тарелке. В общем, что в итоге? Метро. Однозначно зачет. Чистенько, не воняет, аккуратненько, безопасно. Чувствуешь себя. Никого нет, подозрительных личностей, наркоманов. Класс, понравилось. Бродвейская желтая ветка, топ. Ну а вот сам Таймс-сквер. Выйдя из метро и осмотревшись по сторонам, ты как-то чисто интуитивно принимаешь решение, куда тебе идти. Движешься по зову сердца. Огромные светящиеся телевизоры, рекламные баннеры, люди, снующие туда-сюда, различные торговые киоски, футбольные фанаты. Все это можно встретить на Таймс-сквер. Просто толпа людей. Посмотрите. Сами того не ожидали, мы попали на какое-то мероприятие, которое происходит на центральной улице. Все люди одеты в полосатые футболки белых и синих полосок. Что это значит? Без понятия. Но судя по их выкрикам, что-то связанное с футболом и с Месси. Я не любитель футбола и не слежу за всем этим безумием,
Но походу происходило что-то невероятное. То ли день рождения Месси, то ли он забил какой-то золотой мяч, не знаю. Но люди просто сходили с ума в этот день. Параллельно с этим кто-то делал крутящиеся селфи, кто-то снимал кино, кто-то снимал сторисы, кто-то танцевал, кто-то дрессировал собаку. Люди занимаются всем чем угодно на этой улице. Огромного Кинг-Конга, Пикачу можно встретить здесь и сделать с ним селфи. Мы ведем свой репортаж из центра Нью-Йорка, с улицы Таймс-сквер, где сегодня собрались фанаты Месси. Видимо, вот чемпионат футбола проходит сегодня. Мы стали в толпе, не можем пройти никуда. Все болеют за Месси. Месси наш герой. Агитирует толпа. Пардон. По телеку Месси показывают. То ли Месси приезжает, то ли день рождения Месси сегодня, непонятно пока. Фух, тем не менее нам удалось пробиться к основной достопримечательности Таймс-сквер, это знаменитая лестница, на которой все сидят и делают фотографии. К сожалению, она сегодня закрыта. Далее с Таймс-сквер мы перемещаемся к знаменитому торговому дому M&M's. Пахнет мумсами прямо здесь. Ну, M&M'сами. О, давай купим мемса одного. Только он потешный. Потешный, да. Что такое лизинг? Мой зеленый. А вот это вот можно купить вместе с шоколадом. Сколько он стоит? Вот это 10. А это 16. $17. Почему уже оранжевый? Оранж мемс. Шотики с мемсами. О, синий есть. Зеленый. Желтенький. Это просто невероятно. Здание состоит из 3 этажей, и на каждом этаже повторимый товар от группы компании M&M's. Люди как не в себя покупают различные мумсы, но и мы не стали исключением и отправились на самый верхний этаж для покупки эксклюзивных M&M's. Ну и, конечно, куда же без M&M's в виде маленькой статуи свободы. Красный большой M&M's обязательно к фотографии на удачу. В этом магазине можно найти все, абсолютно все, что связано с M&M's. От конфет до предметов одежды. Вот, к примеру, вот такой бомбер стоит $29.95. А вот такие немного потеплее штанишки уже целых $39.95. В обычной жизни, мне кажется, есть с карамелью или нет? Не знаю. Ну а сейчас будут эксклюзивные товары, которые вы не купите нигде. Такая крутая сумка, сделана из упаковок от съеденных мумсов. Стоит $89. Такие вот кошелечки замечательные. Сделанные из съеденных коробочек пластиковых. Ну вот это вообще шедевр. $49.99. От пачек желтых M&M's просто. И такая брелока в подарок. Полный кринж просто. Вот эта штука, которая определяет цвет твоего настроения. Встаешь, она тебя сканирует и определяет, какое у тебя настроение на сегодня. Вот видите, как прямо сейчас у девушки определяется настроение. Давайте дождемся, что ей подскажет. Наверное, на маленьких девочек не действует. Сейчас мы узнаем, какое настроение у нас сегодня. Праздничное или не праздничное. Ведь сегодня у нас день рождения. Purple. Поздравляю. Будет желтый. Какие мимишные здесь кружечки для эспрессо есть. Это просто чудо какое-то. $8. Чин-чин. Кубок настоящего победителя. Красивая.
печеньки можно сделать в форме мумсов. Это миски для поилок. А еще, как вы уже по-любому знаете, здесь можно заказать свой собственный ММДМсинг. То есть напечатать свою фотографию, свое имя, что угодно на ММДМсинге. Сейчас именно этим мы и займемся. Попробуем передать фотографию на одну из дрожжей и распечатать ее. Или сварить ее, приготовить. Дизайн UMMDance, оплати, выбери колор, напечатай, забери. Погнали. Предлагает сканировать на QR-код, чтобы загрузить свою фотографию. Прикольно. Можно вот такую мы сейчас сделаем. Так, обводим лица согласно инструкции. Как-то так. Ну вот, печатается наше изображение. Выбирай. Какой? Давай маленький. Все, оплачиваем. Мумсы с таким изображением должны быть. Оп. Что ж, пошли получать наши мумсы. В общем, что по итогу? Мы потеряли уже час времени, стоя в очереди. Маленько поменяли картинки, чтобы у нас было более разнообразно здесь. Всякие надписи добавили. Собрали уже стаканчик. Выбираешь разные цвета себе там. И здесь ждешь, когда произойдет магия. Но это очень долго. Мы уже стоим час в очереди. И скоро наша коробочка уже будет готова. Вот эти мы. Класс. Все, едем домой. Никогда, вы слышите, никогда ни под каким предлогом не заходите в этот магазин ММДМС. Мы потеряли там 2,5 часа нашего времени. Мы просто потеряли там наше время. Мы простояли в очереди, проходили по этим 3 этажам и потеряли 2,5 часа времени. И что мы купили? Маленькую баночку с ММДМсиками. Хотелось бы отметить, что сами вагончики в метро в Нью-Йоркском очень чистые, ухоженные, обрядные, здесь как посторонними запахами. Довольно-таки тихо и комфортно, прохладно. Так что Нью-Йоркское метро однозначно плюс, очередной плюс. Время 9:30, и метро довольно-таки спокойно, народу никого нет. Мы вдвоем едем в своем вагоне. А один мужчина сидит и все. Прикольно. Чувствую себя безопасно и спокойно. На часах уже за полночь, а мы все добираемся до дома. Точнее, до машины, до нашей. В принципе, находимся где-то хрен пойми где, но чувствую себя относительно безопасно. Идем на паром, на ночной. В принципе, приятно, атмосфера, чистенько, хорошо, безопасно. Люди ходят кругом. Маленечко ночного Нью-Йорк. Так вот выглядят небоскребы ночью. Пирс такой, столики. Классно вообще. А вот это очень похвально. Чувачок на роликах с фонариком. Классно, классно. Моя мечта. В общем, мы маленько загулялись в Нью-Йорке. И последний паром, который идет до Нью-Джерси, да, паркована наша машина, идет не совсем туда, где наша машина. И дальше нам придется еще на метро по Нью-Джерси добираться до нашего автомобиля. Но, тем не менее, паром еще ходит, поэтому мы ждем посадки на паром. И сейчас по ночному Нью-Йорку поплывем на другой материк. С Нью-Йорка, Нью-Джерси. Классно. Необычное приключение. Наш паром подошел, идем на посадку. Да тут вообще стиль. А там нет наверх. Нету верхнего.
Нет сверху ничего, только здесь. Единственное из минусов что? То, что мы сгорели сегодня как сардельки на Эйфелевой башне, пока гуляли по миграционному центру старому. Обгорели все. Ну ничего, нормально, терпимо. Пока Нью-Йорк. Мы еще обязательно вернемся. Мы еще не побывали на Бруклине и Центральном парке. Да, за весь день нереально обойти все достопримечательности Нью-Йорке, посетить Статую Свободы. Движемся на станцию Колгейт на часах 10:30 ночи. Но наше путешествие еще не окончено. Thank you. Bye-bye. Ну, вот такой вид на Нью-Йорк открывается со стороны острова Нью-Джерси. Что получилось в итоге? Мы вызвали такси просто с парома и доехали на такси. Стоит оно $10 и ехать 10 минут. Очень крайне дешево, нежели на метро ехать минут 10 и потом еще пешком 20 минут идти. Вот мы идем на нашу парковку, и на парковке просто нет ни одной машины больше. Посмотрите, ребят. Одна наша стоит машинка. Это вообще как? Смотрите, пустая парковка, просто огромная парковка. Она была вся заставлена сегодня, когда мы приехали рано утром. А сейчас здесь стоит только наша маленькая машинешка. Такси даже не могло подъехать сюда ближе, потому что дорога основная уже перекрыта. Там стоит знак кирпич, что въезжать нельзя сюда. Я надеюсь, мы сейчас сможем выехать спокойно, и нам не придется здесь ночевать в машине. Вуаля. Пойдем оплатим сейчас. Пay. Надо платить $7 всего. Весь день машина простояла. Круто. На парковке. Вставляем карту. Approved. Ей! Оплачено. Поехали домой. Ну все, на этом наше приключение заканчивается. Мы отлично провели сегодня время в Нью-Йорке, отлично отпраздновали день рождения, побывали во многих классных местах, местных достопримечательностях, побывали на Статуе Свободы, на Таймс-сквер, сходили в магазин Макдональдс, говорю, магазин M&M's, самый популярный, заказали крутые M&M's-ки, пофотались. В общем, классно провели, отметили день рождения, погуляли, позагорали. Едем домой, время в пути 1:20. Всем пока, увидимся в новых видео. Дорогу перекрыли, но для нас лазеечку все же оставили.